3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Путешествие на поезде. Однажды вся семья отправилась в отпуск на юг, и котята впервые должны были ехать на поезде. Поезд на юг отправляется через 15 минут с 3-й платформы. О, это про наш поезд говорят. А вот и он. Здорово! Миу, 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 миу. Добрый день. Здравствуйте. Вот наши билеты. Проходите, пожалуйста. Моя комната будет тут. Ой, извините. Коржик, комнаты в поезде называются купе. У нас купе номер 5. Ух ты! Чур, я на самом верху. Смотрите, как я сейчас туда заберусь. Поезд не место для активных игр. А что же тогда тут делать? У нас есть журналы, игры и альбом с фломастерами. Котята прекрасно провели время в купе. И им очень понравились маленькие зубные щетки и тюбики с пастой, которые выдают пассажирам поезда. Станция Котейки на поле. Стоянка 5 минут. Давайте купим яблок, а заодно подышим воздухом. А папу будить не будем, пусть отдыхает. Поезд на юг отправляется через 1 минуту. Нам пора, котятки. Ой, а где Коржик? Смотрите, вон он. Коржик, ты почему убежал? Я не убегал. Я пошел посмотреть на этот поезд. Ты мог потеряться. Наш поезд вот-вот уедет. Как он может уехать без нас? Ой, подождите! Ну вот, уехал. И папа вместе с ним. Не волнуйтесь, котятки, мы обязательно что-нибудь придумаем. А давайте догоним папу на другом поезде. А если он поедет в другое место? Может, поедем на этой тележке? Качаешь ручку, и она едет по рельсам. Я в книжке читал. Это дрезина, вот только поезд на ней не догнать. Как я понимаю, вы опоздали на поезд. Я могу подвезти вас до следующей станции на машине. Но нам лучше поторопиться. Ой, спасибо, вы нам очень поможете. Поезда дальнего следования очень быстрые. И маме с котятами удалось догнать свой поезд в последнюю минуту. О, Еле догнали. Спасибо. счастливого пути! Да. Папа, наверное, так волнуется. Похоже, папа не так уж и волновался. Как же я славно выспался! Надо будет на следующей станции нам всем выйти и подышать воздухом. Ух, Котя, я боюсь, что кое-кто из котят может потеряться. Ну вот, не видать нам больше яблок. Я знаю, что надо делать. На улице мы не будем отходить от вас с папой. Честно-честно, обещаем. Ну, если так, то можно и выйти. Вот и хорошо. А сейчас время обеда. Мы идем в вагон-ресторан. В поезде есть вагон-ресторан. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что путешествовать на поезде очень интересно. Особенно, если держаться вместе. Ведь вместе всегда веселее. Загадочная находка. Однажды котята искали в подвале скотч, чтобы наклеить свои рисунки на стену. А это что такое? Это точно не бинокль. Может, это можно включить? Тут нет никаких кнопок. И провода тоже нет.
А может, это можно открыть? Ура, открыл! О, да это же скотч! Скотч липкий, а эта лента нет. Непонятно. А вдруг эта штука вообще не с нашей планеты? Может, ее оставили пришельцы? Может, через эти отверстия можно переместиться на их планету? Эй, а я? Надо показать эту штуку Гоне. Он знает о пришельцах все. Точно! Миу, 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 миу. Котята отнесли загадочный предмет к своему другу Гони, который живет по соседству. Нет, это точно не от пришельцев. У них все сложнее. Должны быть кнопочки, лампочки, экраны. А здесь ничего такого нет. А может быть, эта штука прилетела к нам из далекого будущего? Перед вами портал в прошлое. Просьба ничего туда не ронять. Ой! Упс, этот объект отправился в прошлое. А вдруг эта штука из сказочного мира, и она исполняет желание? Хочу стать невидимой. Мы тебя видим. Все, мне надоело гадать. Давайте посмотрим в интернете. Папа! Мы нашли в подвале какую-то штуку и не знаем, что это. Можно мы посмотрим в интернете? Эта штука называется видеокассета. Видеокассета? Ну, это как флешка, только из прошлого. Сейчас на флешку можно записать что угодно. Фотографии, музыку и даже видео. А раньше видео записывали на такие вот огромные видеокассеты. Интересно, сколько лет этой видеокассете? Вдруг на ней видео про динозавров? Давайте посмотрим. Видеокассеты появились не во времена динозавров, а когда я был маленьким. Все равно, давайте посмотрим, что там. Как вставить ее в ноутбук? Никак, Коржик. Эти кассеты можно смотреть только через видеомагнитофон. Но видеомагнитофонов уже давно ни у кого нет. Я знаю, что надо делать. Надо спросить у дедушки. Он любит хранить старые вещи. Может, у него остался видеомагнитофон? Котята с папой приехали к дедушке, и оказалось, что у него действительно сохранился старый видеомагнитофон. Дедушка, а кто эти котята? Так ведь это же ваш папа! Это папа? А это мой брат, ваш дядя Кекс. Мы тут еще совсем маленькие. Я помню, как снимал это видео. Это же я с камерой. Я тоже помню. Я тогда приготовил свой первый торт из песка. Я так рад, что мы нашли эту видеокассету. Мы как будто попали в прошлое и увидели маленького папу и дядю Кекса. У меня тут много таких кассет. Давайте еще какую-нибудь посмотрим. Здорово! Миу, 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 миу. Хорошо, когда кто-то хранит старые вещи на память. Ведь благодаря им можно оказаться в прошлом. Откуда берется мед? Однажды котята приехали погостить к бабушке. Привет, бабушка! Приехали, мои сладкие. Как я по вам соскучилась. Мы тоже соскучились, бабушка. Пока! 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 У меня для вас есть кое-что вкусненькое. Знаете, что в этом горшочке? Наверное, сметана? И вовсе не сметана. Там. Я знаю, там сливки. Или нет, варенье. В этом горшочке мед. Самый свежий. Садитесь, котятки, будем пить чай с медом. Здорово! Миу, 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 миу. Ой, пчела. Испугался?
А чего это она разлеталась? Наверное, хочет забрать бабушкин мед. Пчела, не трогай мед, он бабушкин. Котятки, что случилось? Мы спасаем твой мед. Пчела хочет его забрать. И сердито говорит: жу-жу-жу-жу. Пчела сердится, потому что вы машете лапками. А вдруг она заберет у тебя мед? Наоборот, котятки, это я взяла мед у пчел. Как это? Они тебе его подарили на день рождения? Или пчелы подарили тебе мед за то, что ты связала им полосатые свитера? Или есть специальный пчелиный магазин, где можно купить мед? Ой, ну и фантазия у вас, котятки. А откуда же пчелы берут мед? Они делают его сами. Если мы узнаем, как пчелы делают мед, то сможем потом и сами его делать. Главное, чтобы они нас не заметили. Они перелетают с цветка на цветок. Значит, мед есть в цветах. Не вижу тут никакого меда. А его тут и нет, котятки. С цветов пчелы собирают нектар и несут его в свои домики ульи, чтобы там делать мед. Значит, нам надо подобраться к их домам, и тогда мы увидим, как они это делают. Я к этим ульям не пойду. Там этих пчел как-то многовато. Ничего страшного, котятки. Мы с вами наденем специальные защитные костюмы. Вот эти домики называются ульи. В них пчелы живут и делают мед. А можно посмотреть? Лучше не надо. По-моему, пчелам это не понравится. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. А по-моему, пчела просто танцует. Правильно, Карамелька. Этим танцем она показывает другим пчелам, что нашла новое место, где есть медоносные цветы. А это пчелиные соты. Какие ровненькие. Как по линейке. Пчелы льют в соты нектар и убирают из него лишнюю воду. А дальше секрет. Это тайна? Нельзя рассказывать? Нет, секрет – это такое специальное вещество, которое пчелы добавляют в нектар, чтобы он превратился в мед. Я дам вам с собой мед в сотах, чтобы вы угостили папу и маму. А пчелы не рассердятся, что мы взяли их мед? Не рассердятся, они сделают еще. Ура! Мы принесем домой мед, как настоящие пчелы. Мы медовые котята. Здорово! Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Вот так котята узнали, что мед делают пчелы. И что пчелы много и упорно трудятся. И поэтому мед такой полезный и вкусный. Фестиваль воздушных шаров. Однажды папа повез котят на фестиваль воздушных шаров. Какие тут красивые картинки. И все так понятно написано. Да, теперь мы знаем о воздушных шарах все. Книжка — это хорошо, но в жизни все еще лучше. Ого! Привет, дружище! О, привет! Давно не виделись! Котятки, это мой старый друг, дядя Боба. Здравствуйте! Привет, котятки! Как я и обещал, я сделал для вас шар особой формы. Воздушный шар в виде папы? Здорово! Миу, 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 миу.
Вот спасибо, такого я не ожидал. Я решил всем напомнить, что ты был отличным пилотом. Помнишь наш первый полет? О, такое не забывается. У нас был шар почти как вон тот. Точно. Были же времена. Времена были что надо. Я знаю, что отсюда будет идти огонь. Он наполнит шар теплым воздухом, и от этого шар взлетит. Не трогай, надо дождаться папу. Да мы и без папы все знаем по книжке. Только вот этот рычаг не помню для чего. Шар взлетел! Что ты наделал, Коржик? Остановите его, а то мы улетим в космос. Мы, наверное, уже высоко. Надо посмотреть. Стой, а то вдруг корзина от этого перевернется. Компот, ты же читал книгу. Попробуй спустить шар. А вдруг я что-то не то сделаю? Мы что, так будем летать до старости? Да. Наверняка нас спасут. Может, вертолетом? Или к нам сюда залезут альпинисты. А может, проткнуть шар? Он будет сдуваться, и мы приземлимся. А вдруг мы приземлимся где-то совсем далеко? Коржик, компот, карамелька. Котятки, как вы там оказались? Сейчас мы спустим вас вниз. Папа! Мы думали, что улетели высоко и далеко. Даже боялись выглянуть из корзины. Хорошо, что шар был привязан. Но вы не должны были ничего трогать, котятки. Мы думали, что уже все знаем про воздушные шары из книжки. Но в жизни все оказалось сложнее. Я знаю, что надо делать. Шаром должен управлять тот, кто раньше это уже делал. Правильно, карамелька. Например, я. А ты точно знаешь, как им управлять? Конечно. Ваш папа знает все про воздушные шары. И не только по книжкам, но и из собственного опыта. Ого! Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята узнали, что картинки из книжки не заменят практических знаний. А во всех незнакомых ситуациях лучше, чтобы рядом были взрослые. Сила притяжения. Как-то раз папа решил отнести старые вещи в подвал. Не догоните! Моя машинка самая быстрая! Ой! Ох, котятки. Что это за штука прилипла к машинке? Эта штука называется магнит. У него есть особая сила, сила притяжения. Он притягивает металлические предметы. Это как наши магнитики на холодильнике. Да, только этот магнит гораздо сильнее. У нас теперь есть сила притяжения! Здорово! Миу, 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 миу. Котята подвесили магнит на удочку и побежали на детскую площадку. Смотри, Гоня, наш магнит притянул твою летающую тарелку. Правда круто? Не круто! Вы мне всех пришельцев раскидали. Стойте! Я же его еще не доделал. Ну вот, теперь заново надо собирать. Кажется, наш магнит никого не радует. Они просто еще не поняли его силу. Сейчас я им покажу.
Эй, железяки, за мной! Корона! Ну что, теперь вы увидели силу притяжения? Увидели и больше не хотим. Нам ваша магнитная сила не нужна. И отдайте мою корону. Ну и ладно, мы и без них повеселимся. Кисуля, мой любимый суп с лапшой. С лапшой и морковкой, Котя. Сейчас попробуем. Как это? Да что ж такое? Ой. Котя, что случилось? Прости, кисуля, я сам не понимаю, как это вышло. Мама, папа не виноват. Это все из-за нас. То есть из-за магнита. Простите, мы просто хотели поиграть. Котятки, магнит — это не игрушка. Он должен приносить пользу, а не вред. Лучше отнесите его в подвал, пока еще что-нибудь не натворили. И еще нам надо извиниться перед нашими друзьями. Ой! Мама, а что ты делаешь? Мне надо срочно ехать по делам, но я уронила ключи от машины, и теперь их не достать. Я знаю, что надо делать. Ключи ведь металлические. Мы вытянем их силой магнита. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что простой магнит может принести много радости, если использовать его для хорошего дела. Дорожные знаки. Однажды папа и котята ехали на машине домой. Папа, а почему на табличках нарисованы стрелочки? Коржик, это не просто таблички и стрелочки. Это дорожные знаки. А зачем они нужны? Дорожные знаки помогают правильно вести машину. Они указывают, где можно ездить, а где нельзя. А этот знак что означает? Ой, что за новости? Это кирпич. Это значит, что на эту дорогу въезжать нельзя. На дороге много знаков. Я долго запоминал их, когда учился водить машину. А давайте мы тоже выучим дорожные знаки. И тогда нам не придется учить их потом, когда мы решим ездить на машине. Здорово! Миу, 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 миу. Тут можно будет ехать только вперед. А тут разворот. А тут можно сделать остановку. В прихожей можно будет ездить только по кругу. А перед кухней мы повесим кирпич, чтобы не мешать маме. Ой! Ты тут не должна ехать. Но у меня знак разворота. Это значит, что ты должна развернуться и ехать к дивану. Ну хорошо. Бип-бип-бип-бип, бип-бип, бип-бип. Так, тут проезда нет. Но и знак разворота тоже не стоит. Придется ехать задом. Ой, ой, ой. О, внимание, внимание! Круговое движение! Круговое движение!
нет знака остановки. Дай мне проехать. Ой! Котятки, что случилось? О, похоже, у нас тут столкновение автомобилей. Это все из-за дорожных знаков. Мы развесили их по дому, чтобы выучить. Но ездить по знакам как-то сложно. Без них было бы проще. Ну что вы, котятки, просто вешать знаки надо с умом. И тогда они будут помогать автомобилистам, а не мешать им. Ха-ха, бип-бип. Я знаю, что надо делать. Раз папа так хорошо знает все знаки, пусть он поможет нам правильно их развесить. Отличная идея, Карамелька. На самом деле знаков очень много, но я расскажу вам про самые главные. Начнем со знака «Главная дорога». Он означает, что тому, кто едет по такой дороге, другие водители всегда должны уступать. А это знак «Крутой подъем». Подниматься вверх сложнее, чем спускаться вниз. Поэтому тот, кто наверху, должен уступить дорогу тому, кто едет снизу. Ну, а знак «Кирпич» мы повесим на дверь в туалет. Туда все же лучше не въезжать на машине. Папа и котята разместили еще несколько знаков по всему дому. И котята начали водить свои машинки, стараясь соблюдать все правила. Коржик предупреждает о том, что он производит дорожные работы. Маму пропускают на пешеходном переходе. А Карамелька регулирует движение с помощью светофора. Ну что ж, котятки, из вас выйдут отличные водители. Давайте попьем чаю, и я расскажу вам про другие дорожные знаки. Ставьте свои машинки на бесплатную парковку. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Котята внимательно слушали, чтобы когда-нибудь стать такими же хорошими водителями, как папа. Мусор в парке. Как-то раз котята с мамой гуляли в парке и запускали воздушного змея. Котятки, вы там не устали? Может, передохнете? Я взяла ваш любимый сок. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Когда пьете, выбросьте стаканчики вон в ту урну. О, ветер помешал. Стаканчик слишком легкий. Сейчас я его утяжелю. Надо было просто бросить стаканчик в урну, а так ты намусорил в парке. Да ладно, дворник его подметет. У дворника и так много работы. Вон сколько листьев надо убрать. А зачем он убирает листья, если должен убирать мусор? Листья, так же, как и мусор, могут залететь куда-то, на них можно поскользнуться. Поэтому важно, чтобы и листьев, и мусора в парке было как можно меньше. Подумаешь, я бы здесь за минуту навел порядок. Раз так, давай спросим у дворника. Может быть, у него найдется еще одна метла. Мы тоже хотим. Дворник очень обрадовался, что котята хотят ему помочь. Он принес для них 3 метлы и мешки для листьев и мусора. Ой! Вот видишь, Коржик, почему не нужно мусорить. Так что постарайся найти свой стаканчик. Да какой может быть вред от малюсенького стаканчика? Котята принялись старательно убирать мусор и листья. Но что-то пошло не так. Ой! Ой! Ну вот, из-за ветра ничего не получается. Да так я никогда не найду свой стаканчик. Давайте разделимся. Я и Компот будем убирать листья, а Коржик пусть ищет свой стаканчик и убирает мусор.
сделали. Я думал, эти листья никогда не кончатся. Спасибо за помощь, котятки. Из вас выйдут отличные дворники. Да, только свой стаканчик я так и не нашел. Наверное, он укатился очень далеко. Смотрите, вон он. Ой, голубь застрял в моем стаканчике. Надо скорее его спасать. Не надо его гонять, котятки. Он и так напуган. Я знаю, что надо делать. Хорошая птичка. Гули, 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 гули. Коржик, снимай свой стаканчик. Что-то он не снимается, будто прилип к чему-то. Это же моя жвачка. Бедный голубь. Он так и ходил бы в стаканчике целую вечность, если б мы его не освободили. Не думал, что жвачка и стаканчик могут быть так опасны. Ну вот, похоже, в парке надо убирать не только мусор и листья. Да. Но с этим мы разберемся вот так. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята узнали, что мусор может доставить очень много хлопот. Но, к счастью, все закончилось хорошо. Хлеб. Однажды котята решили сделать кораблики из подсохших горбушек хлеба. Посмотрим, как они поплывут. Здорово! Миу, 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 миу. И тут к котятам зашел их друг Изюм. Привет. Привет, Изюм! А что это у вас? Мы сделали из хлеба кораблики и теперь будем их запускать. Из хлеба? Но это же еда. Не, это просто горбушки. Они уже засохли, и их все равно бы выкинули. Вот и плохо. Мой папа сам печет хлеб, и мы весь его съедаем и ничего не выкидываем. И вы никогда не делали хлебные кораблики? Если бы вы сами пекли хлеб, вы бы тоже с ним не играли. А вот мы возьмем и испечем. Что тут сложного? Это же просто хлеб. Папа Изюма согласился показать котятам, как делается хлеб, и повез их на пшеничное поле. Котятки, вот с этого поля начинается хлеб. С поля? Да, сперва это поле нужно вспахать. Затем посадить в землю семена пшеницы. А потом подождать, когда они прорастут. И после этого можно собирать хлеб? Пока нет. Сначала нужно собрать всю пшеницу вон той большой машиной, которая называется комбайн. Комбайн срезает колосья пшеницы и выбивает из них зерна. Вот. Я очень люблю запускать в зерна лапки. Попробуйте. Ну да, приятно. Но только это не похоже на хлеб. Конечно, но это пока. Сейчас мы с вами отправимся на ту мельницу, где делается... Хлеб? Нет, пока еще не хлеб. На мельнице делают муку. Такая современная мельница перемалывает очень много зерен, превращая их в муку. Но у нас есть старинное ручное приспособление. С его помощью вы можете сами перемалывать зерна. Фу, тяжело. Зерна пшеницы крепкие, но вы отлично справились. Теперь идем в пекарню делать... Хлеб? Тесто. Ой. Ну теперь-то будет хлеб? Сначала надо, чтобы тесто поднялось.
А вот теперь можно лепить хлеб. И ставить его в печку. Котята потратили немало сил и теперь с нетерпением ждут, когда хлеб будет готов. А вот и наш хлеб. Теперь сделаем из него хлебные кораблики. Ну уж нет, наш хлеб не будет плавать в какой-то луже. Да, хлеб для еды, а не для игры. А как же те ваши горбушки-кораблики? Мы не будем с ними играть. Правда, есть их тоже уже нельзя. Я знаю, что надо делать. Теми горбушками мы накормим птичек. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так котята поняли, что даже в простой хлеб вложено очень много труда. И всегда найдется тот, кто съест его до последней крошки. Баллы. Однажды котята с мамой пошли в магазин. Мама, а что это за картинки? Это наклейки с баллами. За то, что вы покупаете товары у нас. Если вы соберете достаточно наклеек, то сможете бесплатно взять любую вещь в нашем магазине. Ого, любую вещь бесплатно! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Мы можем взять надувной бассейн, чтобы купаться в нем, когда будет жарко. Для бассейна этих баллов недостаточно. Вам нужно накопить еще. Да-да, а для этого надо купить еще товаров. Так пойдем купим еще что-нибудь. Макароны, конфеты. Нет, котятки, у нас дома все это есть. Чтобы набрать нужное количество баллов, нам придется сходить в магазин еще много раз. Но котятам не хочется так долго ждать. Нам надо побольше есть, чтобы чаще ходить в магазин за покупками. Котятки, какой у вас сегодня замечательный аппетит! А вот и десерт, как вы любите. Ой, что-то мне уже не хочется. А я съем. Жуй, старайся, нас ждут баллы. Ладно. Что-то я объелся. И я, даже живот заболел. Нам надо немного полежать. Котята поняли, что так много есть они не смогут, и решили действовать иначе. Где же она? Здесь нет. И тут нет. Моя лупа потерялась. Надо купить новую. У меня на велосипеде лопнула шина. Надо срочно купить новую. Да. В моем кукольном домике сломалась дверца. Надо купить новую. Или новый домик. Надо ехать в магазин. Компотик, твоя лупа лежит на столике в вашей комнате. Давай посмотрим, что случилось с твоим домиком. Я уверен, мы сможем все исправить. Коржик, а потом мы подклеим и накачаем твою шину. Да-да. Похоже, не видать нам новых баллов. И надувного бассейна. Оказывается, у друзей котят тоже есть проблемы с баллами. У меня есть немного баллов, но их пока недостаточно, чтобы получить электролуноход. А мне не хватает баллов на костюм летучей мыши. Нам всем придется долго-долго ждать. Я знаю, что надо делать. Давайте собирать баллы вместе и постепенно обменивать их на вещи, которые мы хотим. Точно! Давайте тогда первым возьмем луноход. Первым надо брать костюм летучей мыши. Нет, луноход. Костюм летучей мыши. Луноход. Костюм. Луноход. Костюм. Чтобы Гоня и Сажик не ссорились, мы отдали им все наши баллы. Теперь нам придется заново их собирать. Да, так и лето пройдет, и бассейн будет уже не нужен. Ничего страшного, котятки. Не успеете оглянуться, как наберете столько баллов, сколько требуется.
Мы подумали, что бассейн лучше взять первым. Он ведь нужен летом. А костюм летучей мыши понадобится только осенью, на день страшилок. А луноход можно взять и зимой. Так что берите наши баллы. Мы вместе потом еще накопим. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Надувной бассейн пришелся очень кстати. И теперь котята с удовольствием помогут своим друзьям накопить баллы, чтобы исполнить и их заветные желания. Гироскутер для Компота. Однажды Компоту на день рождения подарили гироскутер. Компоту так понравилось на нем ездить, что он совсем перестал с него слезать. Компотик, на гироскутере по дому лучше не ездить. Хорошо, тогда я буду ездить на улице. Гироскутер — это круто, круто — это гироскутер. Стану я на нем везде, чемпионом по езде. Компот, хватит кататься! Поиграй с нами! Только чур я на гироскутере. Ой, 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 ой. Давайте поиграем во что-нибудь другое. В мяч на гироскутере не поиграешь. Ладно, можно играть в машинки. Давайте кто быстрее, вон до того дерева и обратно. Поехали! Извини, я нечаянно. Так, выбирай. Или ты катаешься на гироскутере, или играешь с нами. Он так совсем играть разучится. Может, заберем у него гироскутер? Нет, котятки, это все-таки подарок. Лучше сделаем по-другому. Мама собрала корзинку для пикника и повела котят в парк. Тут столько дорожек, то, что надо для гироскутера. Конечно, Компотик, катайся сколько хочешь. А как устанешь, приходи к нам на газон. Но ездить по газону нельзя. Хорошо. Еду по дорожкам, и не надо бегать ножкам, чтоб куда-то прибежать. Недостаточно стоять. Компот, ты еще не накатался? Ты что? Я только начал. Я стою и все же еду, и рукой машу соседу. Не угонишься за мной, только ветер за спиной. Компот, иди к нам, отдохни от гироскутера. А я не устал, я еще покатаюсь. Да, завтра придем сюда пораньше. Тогда, может, он все-таки накатается и решит отдохнуть от гироскутера. Ой, смотрите, фургончик со сладостями. Можете купить себе по мороженому. Только поторопитесь, а то фургончик уедет. Сейчас, я быстро его догоню. Ну вот, аккумулятор сел. Компот, ты что, разучился бегать? Это все из-за гироскутера. Ты слишком долго на нем катался. Что же я теперь, и ходить разучусь? Конечно, нет, Компотик. Просто не надо ездить на гироскутере все время. Тогда и аккумулятор не сядет, и ты не разучишься бегать. Я знаю, что надо делать. Пусть Компот ездит и ходит по очереди. Точно! А чтобы я не тащил гироскутер, когда иду пешком, на нем может ехать коржик или карамелька. Отлично, котятки. Сегодня же зарядим аккумулятор. А это мы на всякий случай взяли для тебя. Спасибо. Миу, 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 миу. Кататься на гироскутере, конечно, очень круто.
Но иногда хорошо просто прогуляться и поесть мороженого. 3 кота! Подожди, не уходи! Нажми сюда, чтобы подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Миу-миу!